Привет, с вами Неонила, и в этом видео покажу, как я клеила стразы на футболку. Когда я собиралась на концерт Дуа Липы, то очень долго перебирала наряды, реально не могла определиться. Благо у меня есть много разной ткани в стразах, и в какой-то момент я подумала, что было бы классно сделать себе длинную юбку из ткани сетки. Я такие видела на AliExpress, там по сути ничего сложного, просто отрезок сетки со стразами, которые нужно скрепить шнуром и резинкой на поясе. Даже шить ничего не нужно, а это прям для меня идеально, потому что шить я не люблю. И в какой-то момент мне еще захотелось сделать разрез сбоку, хотя юбка сетка и так прозрачная, ну добавим чуть-чуть дерзости. Прям путается все. Ну, как модель не пройдешь, оно прям все путается. Я уже запуталась. Я в босоножках просто не выхожу никак. Поэтому другие босоножки сюда вообще не подходят. Без каблучка и без платформы, ну такое. Посмотрим. Я тут, ну зато будет удобно танцевать. Ничего не цепляется. Ножки не встанут. А еще я посмотрела на черную футболку и поняла, что ее хочется чем-то украсить, потому что просто черная футболка это скучно, поэтому я решила сделать звезду из страз сбоку, ближе к плечу. Я выбрала на Pinterest рисунок звезды, а сам макет из точек делала уже в своей авторской программе. Она очень удобная, потому что автоматически разбивает картинку под те размеры страз, которые у вас есть в наличии. Плюс там сразу можно отзеркалить изображение для работы с тканью, так что потом вам просто остается распечатать готовый макет. Кроме распечатанного эскиза нам понадобится термопленка, стразы горячей фиксации, пинцет или восковый карандаш и емкости для страз. Это могут быть ячейки, крышечки или удобные какие-то любые контейнеры. Мне очень нравится, что на эскизе сразу подписаны все размеры, так что невозможно запутаться. Можно еще обрезать лишние пустые края бумаги, чтобы было удобнее работать. Дальше я беру термопленку и отрезаю нужный мне размер. Теперь отделяю пленку от защитной подложки. И теперь кладу пленку на эскиз липкой стороной вверх. Обязательно закрепляю степлером или скотчем, чтобы это все не ездило по столу и не смещалось. Мне здесь понадобится всего 3 размера страз. Я высыпаю их в такие треугольнички, но можно использовать любые крышечки, какие есть под рукой. Потом беру стразы пинцетом или восковым карандашом и выкладываю их на пленку основой вверх, в общем вверх ногами. Все кружочки на эскизе соответствуют нужному диаметру страз, поэтому можно вообще не переживать, что что-то не совпадет. Здесь я использую китайские термостразы, для них не нужен никакой клей, потому что на обратной стороне, на донышке каждого страза есть уже заводской клеевой слой, который расплавляется от высокой температуры утюга. Он такого серого цвета, но не пугайтесь, после нагрева он станет полностью прозрачным. Из минусов китайских страз то, что клей у них плавится дольше, чем у премиум сегмента, например, австрийских. Поэтому потом придется чуть дольше прогревать утюгом.
После того, как я выложила все стразы, накрываю их защитной подложкой. И как вы видите, после переворачивания аппликация получается зеркальной относительно макета. Поэтому так важно заранее отзеркаливать надписи и рисунки перед печатью. Ставлю утюг разогреваться на второй режим. Параллельно хорошо расправляю футболку. У меня там вшиты поролоновые плечики, поэтому важно все аккуратно разровнять. Внутрь футболки можно подложить защитный материал или просто бумагу, чтобы ничего не прилипло. Дальше беру нашу аппликацию и прикладываю ее в нужное место на футболке. В этот момент нужно быть внимательными, чтобы стразы никуда не сдвинулись. Сверху накрываю тканью и ставлю утюг. Очень важно, не нужно водить утюгом туда-сюда, просто переставляйте его по разным зонам аппликации. Особенно если у вас, как и у меня, в подошве есть отверстие для пара. И, кстати, пар я не использую, потому что влага может ухудшить сцепление клея с тканью, и стразы могут приклеиться неравномерно. Теперь можно аккуратно снять пленку и проверить, все ли стразы приклеились. Если какие-то остались на пленке, возвращаем ее на место и прогреваем еще раз. У меня, как вы видите, не все стразы сразу хорошо приклеились, они торчат, и поэтому я уже без пленки накрываю все тканью и еще раз аккуратно прогреваю. Как я и говорила, китайские стразы требуют больше времени под утюгом, чем, например, австрийские. И все, футболочка готова и ждет своего выхода на концерт. Мой образ готов. Ну а дальше самое приятное: выгуливаю свою футболку на концерте. Смотрю, как она блестит в реальной атмосфере под светом и эмоциями живого шоу.